Известно, что кандидаты в Папы Римские проходят процедуру, которую называют овацией. При помощи кресла с прорезью Stercaraurea, навозное кресло. Не буду описывать, как это делается, думаю, что вы представляете. И как я полагаю, это было придумано не случайно, потому что ходила легенда, что существовал в истории Папа Иоанн VIII. Считается, что он был женщиной. История запутаннее, чем кажется, потому что версий на этот счет несколько. Первое. Такого папы вообще не существовало. Об аргументах в пользу этой версии, как и других, речь еще пойдет. Второе. Папа существовал, но никакой женщиной он не был. Это совсем скучный вариант, которого я почти не буду касаться. Третье. Иоанн VIII был женщиной. Третья версия обросла легендами. Есть разные теории о том, какой именно женщиной был понтифик. Начнем с самой интересной теории о том, что Папа Римский Иоанн VIII был дамского пола. Чаще всего рассказывают следующие две легенды. Первая. Некая девушка, которая была дочерью ремесленника, отучилась в университете, стала богословом и внедрилась в окружение Папы Льва IV, оставившего этот мир в 855 году. Прежде чем уйти, папа назначил преемника Иоанна, юношу, который был у него секретарем. Но, как оказалось, это был не юноша. Второе. Девочка была дочерью монаха. Когда мать ушла из жизни, отец взял ее на воспитание в монастырь. Естественно, всем монахам говорил, что у него растет сын. А дальше Иоанна двигалась вверх по карьерной лестнице. Стала кардиналом, затем папой. Иногда рассказывают, что девочка попала в монастырь, увязавшись за монахом, который не был ее отцом. Жан де Маи придерживался версии, что папесса существовала, но писал, что она жила в XII веке. Хронист утверждал, что именно женщина, имя которой он не упоминал, ввела 4 трехдневных поста. Готфрид Буссерский в своей хронике спорил с де Маи по вопросу того, когда жила папесса. Готфрид считал, что это было в 8 веке нашей эры, и имя он указывал Иоанна, то есть то, которое я уже несколько раз упомянул. А Мартин Полек в хронике пап и императоров пишет, что Иоанна была главой в Ватикане именно после Льва IV, а потом шел Бенедикт III. Ян Гус перед одним из католических соборов, не зданием, а съездом, говорил, что папесса существовала, и с ним никто тогда не спорил. Дело было в 15 веке. Интересно, почему не было возражений? Есть еще и версии. История сильно не меняется, только обрастает деталями в более поздних источниках. У женщины-папы появляются имена. Разные. Где-то ее именуют Агнессой, где-то Гильбертой. Больше пишут про жизнь этой женщины. Якобы она вступила в отношения с неким священником и стала ждать ребенка. Далее версии разные. Что стало с папессой? По одной из версий, женщина оставила этот мир во время родов в своей резиденции. По другой, ребенок появился на свет, когда папесса принимала участие в крестовом походе, и тогда ее растерзала толпа. В чудесах города Рима пишут, что Иоанне Гильберте Агнессе было видение. Якобы силы небесные предложили ей выбрать муки короткие на земле, либо муки вечные на небесах. И папесса предпочла, естественно, первый вариант. Многие считают, что существование Иоанна VIII – это выдумка. Об аргументах мы еще поговорим. Особое мнение протестантов. Легенда о папессе сторонникам этой ветви христианства было на руку. Они постоянно напоминали Риму о некрасивой истории. Тем не менее, протестанты не очень-то верили, что женщина могла быть римским папой. Контраргументы. Существует целый ряд аргументов против версии о реальном существовании Иоанны. Они таковы. Первое. Ни в одном авторитетном источнике нет упоминаний о папессе. Впрочем, этому аргументу противопоставляют следующее. Римская церковь не хочет вспоминать былое и, скажем так, позорное. Поэтому все документы засекречены. К ним нет доступа у простых людей, а священники хранят молчание. Второе. Историки просто не видят, куда можно вместить Иоанну. Ведь когда из жизни ушел Лев IV, тут же его место занял Бенедикт III. Это документально подтверждается. Тут возразить можно только одно. Возможно, папесса существовала, но занимала трон не после Льва. Третье. Богослов Белармин считал, что история имела место, но не в Риме, а в Константинополе. И там не все так было серьезно. В Константинополе якобы женщина занимала должность епископа. Отсюда и легенда. Четвертое. Историк Цезарь Бароний считал, что уши растут из слишком женственного вида Иоанна VIII. Якобы поэтому появились слухи, что папа не мужчина. Пятое.
Священник Дёлингер из Баварии писал, что история про Иоанну – это народная сказка, которую люди связали с католической церковью. На мой взгляд, контраргументы выглядят убедительнее. Те, кто не верит в папу-женщину, хоть как-то обосновывают свою позицию. Те же, кто считает, что паписа существовала, просто рассказывают красивую историю. Точнее, разные истории. Даже здесь единого мнения нет. Поэтому можно сделать вывод. Никакой Иоанны, как и женщин-пап с другими именами, не было. Это вывод, который не претендует на абсолютную истину. Это внутреннее убеждение. Однозначно сказать, как оно было на самом деле, невозможно. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.